Сегодня мы с вами разберем, что такое ликвидность дневных свечей, как их торговать и как благодаря этому входить в супер ювелирные позиции, которые позволят зарабатывать нам огромное количество прибыли от 10 до 50 R. Да что ты такое несешь? Учимся верно определять дневную предвзятость и входить в позиции в правильном направлении. Что он сказал? И первое, с чего мы начнем, мы с вами обратим внимание, что такое дневная ликвидность и как она отрабатывает на графике. Для того, чтобы нам понимать вообще начало этой дневной ликвидности, нам необходимо разобраться со структурой. Если вы не знаете, как рисовать структуру, обязательно посмотрите видео в описании канала. На этом останавливаться в данном видео точно не будем. Если мы с вами понимаем структуру, мы с вами понимаем направление движения, мы понимаем характер движения. Далее к структуре мы с вами добавляем зоны интереса. Когда у нас есть определенные зоны интереса, например, в данном случае это IDM, дальше мы с вами можем выделить IDM Order Block, то у нас формируется следующая логика. Если мы с вами находимся в восходящем движении, мы пробиваем наш IDM, значит по логике мы смотрим за характером пробоя. Пробились полнотело. Это означает, что в большей вероятностью мы с вами пойдем к нашему IDM Order Block. Исходя из этой практики, мы с вами должны наблюдать за ликвидностью дневных свечей. Итак, у меня пара евро-доллар, у меня дневной таймфрейм. Здесь я просто определяю для себя возможный характер движения сегодняшнего дня. И за счет этого, когда я перехожу на 15-минутный таймфрейм, я буду определять для себя точки входа. Что мы видим? Мы пробились нисходяще. Мы с вами видим то, что данная свеча закрылась доджи, но следующая свеча сделала ее пересвип и резко пошла вниз. Дальше, когда мы видим вот эту зеленую свечу, после нее следующая свеча собрала ликвидность с текущих свеч и также пошла вниз. Интересно, это совпадение или в этом есть какая-то закономерность? На самом деле, когда у вас идет шортовая направленность, вам необходимо всегда смотреть за ликвидностью предыдущих свечей. В данном случае в шортовом движении это ликвидность непосредственно хаев свечей. Когда наше направление идет в шорт, значит мы с большей вероятностью при пересвипе предыдущих дневных свечей, либо при взаимодействии с этими свечами, будем смотреть с большей точки зрения непосредственно в шорт. То есть открывать позиции желательно, поймав данный хай и спустившись до обновления данного минимума. Супер, мне кажется, это то, о чем вы как раз мечтали. Поймать в самом верху и закрыться в самом низу. Отлично. Возможно, я это придумал, и, скорее всего, я окажусь неправ. Смотрим с вами дальше. То есть здесь предвзятость шортовая до нашего блока. Мы пришли в блок, первый раз в него зашли, тоже сманипулировали хаем и уже погрузились ниже. Когда мы погружаемся ниже, здесь, конечно, идет разворотный момент. На данном разворотном моменте мы с вами видим следующее. В данном случае у нас есть уже пересвипы в лонг. Почему в лонг? Потому что мы, напомню, находимся в восходящем движении. Когда мы находимся в восходящем движении, наша задача понаблюдать, что здесь происходит. У нас восходящее движение, у нас восходящая зона интереса. Ага, мы здесь напересвипывались, и сейчас очень неплохо было бы на данном движении получить лонг. Получаем лонг, закрываемся. Причем не просто закрываемся, мы закрываемся не на первой, не на второй свече, мы поднимаемся немножко выше. В данном случае данное движение тоже говорит нам уже о возможной манипуляции вверх. Мы пробиваем нашу черную свечу, то есть манипулируем лоем нашей черной свечи и получаем возможность на 15-минутном таймфрейме, то есть дневка дает нам характер движения на младший таймфрейм. В данном случае наш младший таймфрейм это 15-минутка. Да, мы там смотрим структуру и принимаем решение на продолжение движения. В данном случае в лонг, то есть мы будем более направлены входить в лонг. И по факту пробиваемся выше. Дальше у нас цена опускается ниже, манипулирует нашим лоем, следующее также манипулирует нашим лоем, но мы с вами понимаем головой. Если мы здесь работаем в манипуляции, мы находимся в лонговой зоне интереса, значит с большей вероятностью после пересвипов красивых манипуляций данными лоями мы будем что? Мы будем лонговать. Да, возможно, вы скажете, что здесь была шортовая позиция, то есть мы-то сняли вроде бы хай вот этой зеленой свечи, но я вам скажу, что в данном случае я не особо в приоритете рассматриваю данное движение. Для меня важно то, что мы сейчас находимся в лонговой зоне, и работа в данном случае для меня более важна именно по тренду.
против тренда я не очень хочу работать. В данном случае мы получаем точно такие же движения, точно такой же сценарий, и в один день еще раз пересвипываем все наши свечи и дальше просто безоткатно летим вверх. Смотрите, когда у нас идет по построению следующей структуры наше движение, очень важно запомнить правило. Если твоя структура в лонг, значит тебя должны интересовать только пересвипы лоев. Ни в коем случае не хаев. В данном моменте мы ищем закрепление над нашим боссом и верим в продолжение структуры. Соответственно, нас будут волновать только вот эти вот движения. Да, здесь идет большое целенаправленное движение в лонг, однако посмотрите, как хорошо отрабатывают вот эти манипуляции. И если вы мне скажете, что, слушай, ты, наверное, придумал, это все какая-то ерунда, так не работает, это неправда, мы к концу видео разберем пример, который четко был с вами вместе разобран. Мы разбирали его на утреннем разборе, получали точку входа. Есть подтверждение, есть конкретные точки входа. Да, они не случаются каждый день. Рынок каждый день работает по-разному. Но в большей своей части мы имеем большое количество сделок именно после ликвидности нашего тренда, потому что они являются самыми жирными и самыми большими. Мы видим манипуляции снизу. В данном случае здесь тоже у нас есть какие-то пересвипы. Возможно, у вас будут стопы. От стопов никто не застрахован. Однако на 15 минутках, если вы перейдете на данные зоны, которые я вам сейчас выделял, да, давайте я вот это уберу, сюда отмечу, вы с огромным удивлением увидите, что, слушай, здесь почти везде были очень красивые точки входа. Да, возможно, и здесь была точка входа, но посмотрите, так, вот эту забыл указать, очень тоже интересную и важную. Но в зонах, которые я вам сейчас выделю, эти точки входа будут еще прекраснее, еще понятнее, еще адекватнее. В том формате, что здесь ловим ножи, здесь мы четко понимаем, что мы делаем. Потому что в данном случае мы просто с вами идем в лонг до нашего босса. Дальше мы с вами видим пересвип, желание прийти к нашему IDM, цена разворачивается, поднимается выше, не доходит до нашего хая. И посмотрите, что самое интересное. Самое интересное то, что в данном случае точно так же мы работаем с лоем предыдущего дня. Мы забираем этот лой, что заставляет нас двигаться еще выше. После того, как это все произошло, мы с вами, получается, в данном случае уже забрали наш IDM. Я его сейчас отмечаю. У нас есть IDM, мы с вами обязаны определить все зоны интереса, но на данном этапе я понимаю, что кроме IDM у меня вроде-то зон интереса нету. Поэтому я отмечаю для себя вот эту ликвидность. Здесь у меня есть POI. И смотрим, как будет двигаться цена дальше. По факту все, что происходит вот в этом диапазоне, никак не может относиться для нас как работа с дневной ликвидностью, потому что в данном формате у нас нет четкой предвзятости. Да, мы забрали IDM, но я, если честно, не очень люблю, когда мы вот так вот слабенько, честно, это очень слабенько, манипулируем нашим IDM. Тем более это дневной таймфрейм. Но после того, когда мы закрепляемся полнотело, я понимаю, слушай, ну мы должны отсюда пойти в шорт. Пойти в шорт куда? Хотя бы до пересвипа вот этих всех ликвидностей. Вот здесь была бы самая крутая точка, если бы мы забрали здесь ликвидность. И каким-то чудесным образом, просто вот супер чудесным образом, посмотрите, как очень круто отрабатывают наши зоны манипуляции хаями предыдущих дней. Это, ну, какая-то сказка, это просто невозможные вещи, потому что именно в этих моментах вы имеете возможность рискнуть больше и поймать ту самую сделку, которая дотянет вас до самого лоя. Даже если опоздали здесь, вы пропустили большое количество дней, вы спокойно заходите сюда, открываете 15-минутный таймфрейм, находите зону интереса и входите на продолжение движения. Дальше мы с вами видим текущую сделку. Здесь опоздали, здесь тоже вошли. Да, вы не получите такую сделку каждый день. Вам в какой-то момент придется подождать, то есть отсюда у нас 24 апреля, до сюда у нас 16 мая, почти месяц ждали именно отработки этого сетапа, но потом получили раз-два. В данном случае есть у нас еще и третий сетап. Мы просто свипнули. Первый свип ничего не дает. Первый свип — это манипуляция. Дальше мы откатываемся, пробиваемся вниз и понимаем, что вот здесь, после вот этой свечи, у нас начинается работа с ликвидностью непосредственно в нашей зоне интереса. Первая работа с ликвидностью, вторая работа, дальше третья. Здесь получилось H4, и уже на вот этих манипуляциях мы имеем право рассмотреть точки входа в лонг. Супер, ничего сверхсекретного я вам сейчас не рассказываю, но вот эта насмотренность, вот это понимание структуры рынка,
Вот эта предвзятость, которая позволит вам торговать в правильном направлении вместе с рынком. Да, не каждый день, но торговать довольно успешно. Дальше мы начинаем двигаться выше. Допустим, мы здесь еще не понимали, что происходит, рынок поднимается выше, 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 и начинается все по новой. По новой мы манипулируем лоями предыдущего дня, лоями, то есть везде у вас есть возможность войти на 15 минутки в очень красивую сделку, везде вы можете получить после этой манипуляции. Да, где-то получится стоп, от этого никто не застрахован, но большая вероятность вам позволяет работать именно в лонг. Думаю, этот характер движения вам понятен. В данном формате мы пробиваемся выше. Да, здесь у нас на разворотах не очень сильно много чего было интересного. Здесь мы резко рванули, забрали босс, потолпились вниз и пошли дальше. Но когда мы пошли дальше, у нас возвращается точно такая же история. То есть мы вроде и торговали в лонг, вроде торговали в шорт. Что происходит здесь? Мы забираем IDM, наш ордер-блок IDM очень низко. Отлично, давай попробуем поторговать наши пересвипы. Что мы с вами видим? Мы с вами видим пересвип вот этого хая. Мы с вами видим пересвипы, получается, вот здесь. Не знаю, получили вот в этом моменте, кстати, честно не помню, получили ли мы хорошую сделку, но получали вот здесь. Вот эту сделку точно помню. Получаем движение вот здесь. Получаем движение вот здесь. То есть я вам сейчас пытаюсь показать правильную направленность вашего движения. Мы не смотрим каждый лой. Да, можно сказать, что мы отработали и здесь. Но давайте договоримся, у нас должна быть четкая предрасположенность. Вот здесь это называется ловлей ножей. Здесь, конечно, нужно смотреть за манипуляцией, здесь нужно понимать, что происходит на 15 минутке, а в данном случае нам нужно просто понимать характер движения дневки и большая возможность поймать эту точку входа. Все, больше ничего здесь нам не требуется. Поэтому мы спокойно предрасположены к тому, что мы будем пробиваться дальше. Что мы видим здесь? Здесь мы пробиваемся выше, заходим в зону нашего ордер-блока, и казалось бы, что здесь? Здесь точно так же мы начинаем работать, смотреть наши манипуляции. Так, в первом случае мы точно еще не рассматриваем, а вот здесь вот нас уже интересует наш пересвип. Дальше мы с вами видим снова пересвип и дальнейшее движение вверх. После чего пробиваемся вниз и делаем снова пересвипы. И самое интересное, пока до данного момента мы все равно предвзяты в лонг. Предвзяты в лонг, пробиваемся выше и начинаем делать поглощение. Скорее всего, по этой предвзятости в данной точке нас бы не было, потому что, вроде бы поднялись выше, да, вроде бы закрепились здесь под IDM, но поскольку у нас есть внутренняя свеча, для нас это все будет считаться пересвипом, дальше мы пробиваемся вниз. Пробиваемся вниз, и появляется следующий вопрос. Слушай, какая у меня предвзятость? Вот мой чок. Значит, я должен от этой свечи дальше смотреть свою предвзятость больше в шорт. Я смотрю пересвипы наших предыдущих свечей и получаю дальнейшую реакцию в шорт. Есть? Есть. Дальше мы возвращаемся. Здесь по внутренним барам тоже есть какая-то реакция. То есть первый пересвип. К сожалению, эта свеча не вышла выше, поэтому в данном случае тяжело было принимать какое-то решение. И теперь мы с вами видим чок. Что дальше? Какая дальше у нас с вами предвзятость? На первом этапе нас интересует, где находится наш IDM. Наш IDM сейчас находится немножко выше. Мы с вами пришли, начали здесь манипуляции, но в моменте я понимаю, слушай, я не сделал здесь еще пересвипа. Здесь недостаточно манипуляций для того, чтобы пойти в шорт. Очень-очень сильно хочется посмотреть продолжение лонгового сценария. Что в целом и происходит. То есть мы приходим, делаем вроде бы непонятно зачем поглощение вот этой нашей черной свечи. Следующая свеча у нас также делает манипуляцию. И для меня это очень-очень ценный сценарий по поводу того, что я манипулирую не просто там одним хаем, да, я манипулирую еще и вторым хаем. Отлично, есть у меня четкая манипуляция, мы получили непосредственно некое нисходящее движение. После этого я перехожу на наш 15-минутный таймфрейм, и я должен понимать, что здесь происходит. Да, здесь в моменте был очень красивый разворот, здесь мы тоже торговали, тоже зарабатывали, однако данное движение больше для меня похоже на самом деле на ловлю ножей. В каком-то формате я понимаю, что мы манипулировали хаем одного из предыдущих дней, отлично, все отработало, спустились ниже. Дальше мы с вами идем по нашему 15-минутному движению, и утром, на утреннем разборе, где-то плюс-минус в это время, мы с вами встречаемся и обсуждаем, что происходит. Мы должны разрисовать наш IDM. Дальше нас интересует ордер-блок. Никакого ордер-блока я не вижу, но для меня есть несколько зон ликвидности. То есть фактически есть Токио, есть ликвидность над Токио. То есть вот это все одна сплошная ликвидность.
И мы должны наблюдать, как будет работать манипуляция. То есть до этого я вам показал, какие могут быть движения, какие могут быть точки входа непосредственно у нас, исходя из анализа дневки. Вроде бы, слушай, но мы же пробились вверх, у нас восходящее движение, после этого мы пробились нисходящее, у нас предвзятость уже изменилась в шорт, то есть она изменилась из-за того, что мы пробили здесь хай, дальше пробили здесь хай, и сейчас мы можем с вами работать непосредственно в шорт. То, что мы пробили здесь хай, остановлюсь на этом. Для того, чтобы мне отсюда входить, принимать какое-то решение на 15-минутном таймфрейме, мне нужно увидеть какой-то четкий сетап, какое-то достаточное для меня количество манипуляций. На данном этапе вот это движение, оно подтвердило чок. Вот здесь мы поставили IDM, и дальше его просто переносили. Но здесь ничего не говорило мне про разворот. В данном случае, когда мы здесь начали сокращаться, мы поднялись вверх, вот здесь только появились первые признаки разворота. Уже вот на этих свечах в день открытия, получается, Франкфурта, мы собирались, уже рассматривали эти точки входа. Однако в данном случае у нас произошел пересвип еще одной свечи, еще одного дневного максимума, и мы здесь уже нарисовали достаточное количество манипуляций. После Лондона сманипулировали финально и повалились ниже. На Нью-Йорке была еще одна точка входа, однако в данный момент я уже не принимал никаких торговых особо решений. Мне важно было посмотреть, что происходит в следующий день. Исходя из этого, мы получили хорошее нисходящее движение. Все в этот момент были в восторге, в супер каком-то позитиве того, что мы 100% пойдем забирать хай. Однако, если присмотреться, фактически, что нам говорит The Short? Нам говорит The Short то, что у нас есть манипуляция хаями дневного таймфрейма. Именно об этом я и говорил в утреннем разборе. Если хотите, перепроверьте. 2 октября как раз был утренний разбор. О чем мы говорили? Что есть хай Токио, есть ликвидность. Очень-очень сильно хотелось бы посмотреть, что будет вот при отбое из одной из этих зон. Вот этой, вот этой, вот этой. Да, в моменте мы могли бы обновить снова минимум, и тогда бы наш сценарий немного изменился. Но мы видим, что дальше. Дальше мы пробиваемся чуть-чуть вниз, манипулируем нашей ликвидностью снизу, получаем лонговое движение и очень большой-большой импульс. Но я понимаю головой, слушай, у меня предрасположенность шорт, давай попробуем непосредственно после манипуляции вот этой ликвидностью посмотреть, что происходит. И самое интересное, что у нас происходит манипуляция нашим Франкфуртом. То есть момент, когда еще вот здесь, казалось бы, все супер-пупер лонгово, никаких здесь других движений не может быть, я перехожу на минутку и понимаю, вот на следующей минуте у меня открывается Лондон. То есть вот это вот все движение является движением на Франкфурте. Я уже собрал достаточное количество ликвидности, я уже забрал всю ликвидность, которая была снизу. Давай будем смотреть за нашим Лондоном и понимать, какая позиция может происходить. У нас происходит первая манипуляция Лондоном, дальше у нас происходит вторая манипуляция Лондоном, и, если честно, здесь очень-очень страшно входить в позицию. Это как раз тот момент, когда ты должен себе отдавать отчет, собираешься ли ты здесь придерживаться своего сценария, либо нет. На самом деле я даю цене немножко вернуться, и в моменте, когда открывается вот эта зеленая свеча, принимаю решение, что, слушай, все-таки я хочу здесь шортить. Если я хочу здесь шортить, выставляется позиция, цель у меня по дневному таймфрейму, мы к цели еще вернемся, и наблюдаю, что происходит дальше. В позицию я вошел, дальше цена дает еще один возврат. Вот здесь было прям очень страшно, и в моменте, конечно, ты понимаешь, что я готов дождаться еще один пересвип для того, чтобы перезайти в позицию. И снова цена делает манипуляции. На самом деле вот здесь вот еще был один очень красивый вход, непосредственно на пробой вот этой вот свечи зеленой можно было манипулировать. Вот здесь вот у нас есть очень красивый IDM, давайте разберем эту сделку тоже чуть-чуть внутри получше. Вот наш красивый IDM на 1 минутке. Вот наш красивый ордер-блок. Он является причем еще и экстремальным. Мы перед ним пришли, нарисовали большое количество ликвидности, вошли в ордер-блок. Эта манипуляция, она стала, получается, фактически скобом, и мы спокойно поглощаем данную свечу. На поглощение данной свечи мы также входим. В моменте у нас вот эта позиция намного выглядит интересней, но она является более рисковой. И дальше мы просто валимся вниз. Куда мы собираемся тянуть наши позиции? Фактически наши позиции, они должны идти в нескольких направлениях. Первые позиции должны идти до нашего непосредственно босса.
Однако у нас с вами идет четкая предрасположенность, и мы понимаем, что у нас нисходящий тренд, у нас по плану дневного таймфрейма должен быть пересвип, должно быть обновление минимум. Исходя из этого, мы с большей вероятностью продолжаем держать данную позицию, обязательно фиксируясь частями. В данном случае, если вы принимаете на себя такое решение оставлять всю эту позицию, есть огромная вероятность собрать вот эту хотя бы ликвидность, да, вот эту красивую ликвидность, и после этого спокойно развернуться и пойти выше. Вы не являетесь ясновидящим для того, чтобы прогнозировать супер большие движения цены. Довольствуйтесь теми же 11R. Почему бы и нет? Никогда не нужно сидеть и полностью всю позицию держать до непосредственно лоя. Если вы, конечно, имеете огромный опыт в торговле, и вы понимаете четко предвзятость вашего таймфрейма, тогда да, тогда соглашусь. Однако в данном случае я рекомендую фиксироваться непосредственно частями. Ну и по факту мы видим, как мы закрылись. Как все это выглядит на дневке. На дневке это выглядит вот так. Мы пришли, забрали ликвидность с этих свечей. В этот же день мы, кстати, не входили. Мы спокойно дождались, что будет дальше. Мы зашли на следующий день, на небольшом откате вошли в позицию и забрали полностью все дневное движение. Возможно, вы скажете, что я вам сейчас придумал какой-то ерунды, возможно, вы скажете, что я наплел какую-то чушь, но вот вам, например, эта сделка, которую делился с вами открытием непосредственно в сам день, 2 октября. Также есть подтверждение из Дискорда, соответственно, в данном случае очень-очень сильно выручило то, что ты понимаешь, куда движется дневной график. Но если вы хотите заключать такие сделки, обязательно приглашаю вас на наш утренний разбор. Там очень-очень много полезного. На этом у меня все. Пока.